Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня мы в поле и проверяем в работе наш мотокультиватор Iron Angel GT06. В прошлом видео я его собирал, а теперь проверим, как он работает и как его привести в действие. Я уже один огород спахал, примерно 4 сотки, и ручки пришли в негодность. Особенно это плохо, потому что очень набивает руку в этом месте. Поэтому заранее запаситесь новыми ручками хорошего качества. Они сюда подходят, даже обычные велосипедные. Родные, не клеенные и легко снимаются. Кожух ремня я временно снял для того, чтобы узнать причину, почему появляется писк при работе, даже без нагрузки, где-то пищит. Я грешу, что это натяжной ролик, хотя он крутится легко. Или же внизу фрезы цепляются за редуктор. Вот эта фреза как-то очень близко находится к редуктору. И я подозреваю, что она цепляется за него, если происходит большой люфт. Поэтому, наверное, придется ее слегка подрезать, примерно 1 сантиметр, с одной и с другой стороны, чтобы не было блокировки редуктора. Для эксперимента я буду снимать экшн камерой нагрудной, а основную часть с помощью обычной камеры. Сначала переводим вентиль нижней подачи топлива вправо, а воздушную задвижку влево закрываем для заводки. Выставляем на рукоятке минимальные обороты и переводим переключатель зажигания в положение ON. Можно заводить. Двигатель завелся, он пока на обкатке, поэтому даем ему поработать несколько минут на холостых оборотах и можно начинать культивировать. Во время обкатки, которая длится 24 часа, обороты необходимо давать до половины мощности, для того, чтобы не было перегрева двигателя. И после этого заменим трансмиссионное и моторное масло. Теперь переводим транспортировочное колесо в верхнее положение. И начинаем работу. Как вы видели, появляется иногда писк, независимо от нагрузки и оборотов двигателя. А внутри защитного кожуха есть стружка резиновая черная. Это говорит о том, что ремень проскальзывает по своим направляющим и стирается. Поэтому я сейчас подрежу внутренние фрезы, которые находятся в непосредственной близости возле редуктора. Вот видно, что расстояние здесь очень маленькое. И, скорее всего, эта фреза при люфте и попадании всевозможного мусора упирается в торец редуктора. Как видите, я срежу эту кромку примерно на полсантиметра загиба, чтобы не было трения и зацепа о корпус редуктора. Теперь зазор между редуктором и фрезами увеличился, но начал проскальзывать ремень, и при этом появляется характерный писк. Если у вас мотокультиватор новый и еще не прошел обкатку, то необходимо постоянно проверять натяжение ремня, потому что со временем он растягивается, и уже натяжение через час работы может быть не такое, как вы регулировали. Теперь снимаем защитный кожух, и перед нами сам ремень, натянутый на вал редуктора и вал двигателя. Между ними находится натяжной ролик, как в любом автомобиле на ремне ГРМ. Сила натягивания ролика регулируется с помощью двух регулировочных болтов.
который регулирует оболочку троса. Для регулировки необходимо завести мотокультиватор и подтягивать гайки оболочки тросика, пока не начнет вращаться вал и двигаться ремень. Вот началось движение небольшое. И после этого слегка закручиваем болт обратно, пока не перестанет вращаться один и второй вал. Если натяжка ремня не дала эффекта и все равно появляется писк, то необходимо проверить соосность редуктора и блока двигателя. Для этого необходимо приложить ровную линейку к этим двум шкивам. Они должны быть строго в одной плоскости. Вот видно, что шкив двигателя немного стоит неровно. Значит, необходимо отрегулировать блок двигателя согласно линейке. Для регулировки соосности есть такие два болта. Соответственно, подтягивая или ослабляя каждый из них, двигается сам блок. Но сначала необходимо открутить болты крепления двигателя к раме мотокультиватора. Для откручивания болтов и гаек двигателя вам понадобится накидной ключ, потому что они затянуты с большим усилием, рожковый ключ их не берет, а головка туда не влазит. Отпускаем затяжку гаек примерно на 3 оборота. После этого ослабляем гайки болтов регулировки положения двигателя. Прикладываем к двум валам двигателя и редуктора линейку и начинаем подкручивать болты для того, чтобы выровнять все по одной оси и плоскости. И вот после регулировки два вала находятся на одной плоскости. Осталось затянуть регулировочные болты, их стопорные гайки и гайки крепления двигателя к раме мотокультиватора. После этой процедуры необходимо провести повторную натяжку ремня, чтобы не было пробуксовки. Если после этого писк ремня не исчез, то в первую очередь необходимо проверить положение натяжителя ремня и его ролика. На моем мотокультиваторе натяжитель ремня немного был смещен в сторону от ремня. Вот видно, что здесь расстояние большое, а с другой стороны очень маленькое. И в случае попадания ремня на это ребро тоже возможен писк. Поэтому необходимо снять натяжитель и отрегулировать его так, чтобы он стоял строго по центру между ремнями. Теперь необходимо с помощью напильника или углошлифовальной машины укоротить немного эту часть, примерно на 2-3 мм. А с этой стороны подложить шайбы, соответственно, толщины снятию. После этого необходимо с помощью шайб разной толщины выставить натяжной ролик и его привод строго по центру ремней. Теперь натяжной ролик прижимается строго по центру ремня и нет никакого перекоса. Он должен быть строго параллелен ремням. Если писк ремня культиватора не исчез, то необходимо проверить подшипники натяжного ролика. Теперь я сниму натяжной ролик с помощью специального съемника. Здесь стоит обычное стопорное кольцо. Вот видно, что ось ролика заметно потемнела, и один из подшипников создает характерный
хруст, когда крутишь его. Значит, он подклинивает, и уже большая проблема его остановить. Придется менять на новый. Для того, чтобы выбить один подшипник, берем старое сверло, заводим его со стороны верхнего подшипника и по периметру начинаем выбивать. Вот он вышел. Для того, чтобы вынуть второй подшипник, берем старую обойму от подшипника подходящего диаметра, большую шайбу, сверху болт вводим и закручиваем с этой стороны гайку. Вот подшипник вышел со своего места. Как видим, подшипник шумит и гудит. Необходимо его менять. Я возьму новые подшипники фирмы VBF 6202 RS. Перед запрессовкой необходимо почистить посадочное место ролика и смазать его с помощью универсальной смазки для редукторов. Помещаем в него подшипник. Приложим сверху оправку по наружному диаметру подшипника и начнем небольшими ударами запрессовывать подшипник на свое место. Вот подшипник один запрессован. И запрессовываем второй подшипник. Вот он нашел на свое место. Перед установкой натяжного ролика необходимо смазать вал все той же смазкой. И устанавливаем ролик на свое место. И ставим на свое место стопорное кольцо. Теперь ролик крутится мягко, без заеданий. Будьте внимательны, потому что эти два подшипника даже при обкатке могут посыпаться, значит они плохого качества. Их марка 6200. Для быстроты откручивания этого болта и фиксации руля в любом положении я приварил на болт вот такую накладку с ручкой. И теперь необходимо только затянуть, придерживая с двух сторон руками, и проблем не будет. Все будет намного быстрее. Вот обкатка двигателя закончилась, 24 часа он проработал, и можно проверить, какое масло в редукторе и в двигателе. Поставим емкость под редуктор и открутим пробку сливного отверстия редуктора. Вот такое трансмиссионное масло вылилось. Видны сгустки металлической стружки мелкой. Раньше он был прозрачный, а стало металлизированное. Значит, редуктор уже обкатался. Возьмем головку на 10 и открутим пробку масла сливного отверстия двигателя мотоблока. Я поставлю такую емкость снизу для слива масла. Вот видно, что слитое моторное масло грязное, имеет в своей консистенции металлическую стружку и требует замены. Вы были на канале Дело мастера боится, смотрели краткий видеообзор о работе мотокультиватора Iron Angel GT06 и его проблемах. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!